Драка будет страшной. Сегодня в бой идут одни старики. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС начинает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Desolated District. Справа Бойко. Стартует со скрытого генерала Гла, принц Кассат. Слева Фарго. Генерал Тонс, лазерное оружие США. После просмотра напишите комментарий, поставьте лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Также хочу напомнить о конкурсе на лучший реплей марта, подробности в закрепленном комментарии под видео. Приз за реплей 1000 рублей, вот такой мини-каламбур. Что касаемо данного противостояния, игра была в рамках турнира Big Bingo Battle, 3-й раунд. Весь матч можете посмотреть на канале Dark Dante TV, ссылку на канал я оставил в описании под видео. Ну а что же касаемо сейчас того, что происходит на карте. Мы видим, что Фарго побежал в данный момент рейнджерами. Один рейнджер уходит наверх по карте. У меня есть такое ощущение, что Фарго собирается захватывать вышки. Один пока просто стоит. Так, ну и я как видел, есть еще один рейнджер. И он, скорее всего, сейчас вот в этом чинуке вместе с дозером. Потому что дозер в данный чинук тоже загружался. И сейчас, как я понял, Фарго собирается отменять рабочих Бойки. Но у Бойки тут уже есть, кстати говоря, подрывник, отстроилась норка, есть ракетчики, поэтому здесь уже не вариант высаживаться, дозер-то сразу же отлетит, а рабочие останутся живы. Плюс там есть рейнджер, и скорее всего сейчас, да, все верно, Фарго летит просто захватывать нижнюю вышку справа, практически на мейне у Бойки. Десантируется сейчас пехотинец и сразу же начинает захват. Еще один рейнджер, как я ранее говорил, от Фарго уже прибежал также вверх слева, тоже будет захватывать вышку. Так смотрите-ка, и третий уже бежит, тоже будет вышку захватывать. Если сейчас Фарго это удастся, то это будет очень большой буст для американца. Бойко тем временем уже вывел первую техничку из норы. Я уверен, что что-то давнее есть, иначе Бойко будет не Бойко. Так, мимо саплая пока второго проехал, не собирается ничего с ним делать, а может быть действительно она и пустая, он просто раскатывает, смотрит, что сейчас. Но нет, там подрыв все-таки, да, есть, и один саплай был отменен сейчас американцу. Бойко также чекнул, что происходит сейчас у Фарго. Фарго, в принципе, тоже видел, облетая чинуком, и, ох, дозер завис. Но погиб и дозер, погиб чинук, облетел им Фарго сейчас по карте. Бойки тоже увидел, что у него сейчас происходит. Теперь бойцы осведомлены, что происходит сейчас у обоих на мейне. Еще 3 технички, загружены ракетчиками, идут под ресурсный док. Здесь есть чинуки, копает американская сейчас экономика деньги с этого дока. Им очень много ракетчиков высаживается из техничек и отгоняют чинуки. Все, Фарго начинает, конечно, экономически быть так придушен, что ли. И ну вот есть здесь пачка хаммеров, есть пехота. Пока эту пехоту в хаммер вот в этот, допустим, не загружают, и поехали они разбираться. Поехали разбираться с пехотой и техничками Бойки. Так, ну пока встали, просто смотрят. Я так понимаю, Фарго думает, как же сейчас эти юниты-то расконтролить. Но очень много ракетчиков, уже и 2 норки, блин, Бойко дал здесь. Очень будет тяжело, мне кажется, закрепиться успел достаточно быстро сейчас. Ну, хорошо, что у Фарго есть 3 вышки. Это сейчас, конечно, ему на руку. Там еще одна техничка позади катается. А нет ли там опять подрыва какого-нибудь? Неужели сейчас он в пачку просто залетит сюда и вся она будет взорвана? Так, ну вот этим хаммером Фарго, конечно, неудачно подъехал. Сразу же теряет лазерлоки на техничку. Техничка скрылась здесь за доком. Кстати, посмотрите, еще и снизу здесь Бойко дал норочку. Так, а это Стингер. Да, не будет давать добывать Фарго и эти коробки. Да, конечно, Фарго сейчас тяжеловато. Уже со старта приходится. 4-я минута, у него уже -1 саплай. Очень много пехоты разгуливает здесь от Бойки. Не дают этой пачке подойти. Пачка смещается вниз. Здесь строится Стингер и норка, напоминаю. Плюс есть ракетчики. Будет Фарго все это дело отменять, чтобы хотя бы с этих коробок чинук сейчас добывал. Но Бойко тем временем раскатывает 4 техничками уже на мейне у Фарго. И там очень много ракетчиков. Разбивается первый хаммер. Так, а вот тут вторая, которая как раз таки поодаль каталась, сразу же взрывается в Firebase. Продамажили военный завод. Еще 2 подрывника. И неужели сейчас будет у американца отлетать этот самый военный завод? Да, плюс было -2 хаммера. -3 хаммер. Неужели еще и 4-й заберет? Медичка пытается подавить.
отбить эту пехоту. Но еще можно Хаммер забрать, но нет. Не удается. Хорошую атаку провел Бойко. Ну и также Фарго, в принципе, вот эти позиции-то все-таки закрыл. Ну и посмотрите, Бойко-то все закрепился. Еще и Стингер здесь ставит. Очень долго сейчас чинуки не смогут сюда прилетать, добывать. Ну как долго? По крайней мере, ровно до тех пор, пока Фаргу не приедут сюда Хаммерами, не начнет что-то решать с этими позициями. Тем временем вышку уже Фаргу бьют. Да, сверху слева вышка сейчас попадает под огонь ракетчиков. Но в центре есть еще, кстати говоря, еще и ремонтную мастерскую Фаргу себе захватил. И вновь Хаммеры идут в атаку. Все-таки будут пытаться сейчас вычищать эти позиции Фаргу. Но там Бойко идет техничками и Ой, подорвал 3 Хаммера вместе с медичкой. Сейчас Бойко Фарго. Да, хороший подрыв Бойко. What are you doing, мистер Бойко? Боже мой, ну как же ты это делаешь? Я просто не понимаю, как же это было сейчас красиво. И всего лишь 2 Хаммера. Остается всего лишь у Фарго 2 Хаммера. Всего лишь одна техничка столько смогла забрать. Но все-таки Фарго не унывает, как мы видим, и пытается эти позиции очистить. Еще один Хаммер потерян. Остались хотя бы ракетчики. Успел заранее, видимо, высадиться. Еще один подрыв. Еще один подрыв вышки. Осталась одна теперь у Фарго. Нужно срочно уничтожать позиции вот эти сверху. Кстати, был дроп рейнджера явно сюда, в этот бункер. Но бункер сейчас явно-то будет уничтожен. Там еще и рабочий помогает норку чинить. Но один рейнджер эту норку, ну, не закроет. Не хватит просто огневой мощи. Так, еще одна в центре нора. Плюс есть фугас. Есть вот такая вот минка. Надо быть Фаргу, конечно, аккуратным. Еще один рой техничек от Бойки. Так, идет он вниз, пока смещается, просто смотрит, есть ли тут какой-нибудь сапплай американский или нет. Сразу же возможно его уничтожить. Верхние позиции по-прежнему живы. У Фарго готовится еще одна пачка, каркас командного центра и 2 военных завода. Что же касаемо Бойки, он подрывает последнюю вышку на карте. Технички пока просто катаются под коробками. Здесь чинуки, сразу же высаживаются ракетчики, будут эти чинуки дамажить. Так, а что на мейне у Бойки? Один военный завод, сапплай, казарму вижу, плюс есть 2 военный завод, сапплай и норка, и ставится уже дворец, и вновь поджим Хаммеров с 2 сторон, с 3 сторон, ну там еще и снизу, слушайте, Хаммеры подоспели, есть подкрепление у американца, да, работает Фарго, пытается как-то уничтожить еще одну пачку глашнику. Но тем временем и сам теряет достаточно много. Тут еще и Хаммеры напоролись на норку вместе со Стингером. И теряются юниты американца. И практически вся пачка-то, слушайте, была Фарго сейчас уничтожена. Бойко-то тоже много потерял. Но Фарго, мне кажется, потерял намного больше. Хаммеры-то с ракетчиками стоят немалых денег. Осталось всего лишь 2 ракетчика из всей пачки Фарго. Да, очень тяжко. Так, здесь еще и ракетчики стоят, не дают подлетать чинукам. Обрезается, конечно, экономика. Но хотя бы здесь добывать начал. Уже хорошо. Ракетчики закрываются. Бойко с 3-го ресурсного центра, с центра также здесь добывает. И уже ушел в спам вторички. Есть первый фейковый, пока, правда, черный рынок. Так, ракетчики от Бойко пришли чинок добить. И похоже, что они его и добьют. Или нет? Нет, не получилось. Хаммеры пришли. Защищаются. Еще технички. Там еще и убертечи, кстати говоря, есть. Минус Хаммер, минус 2. Ну и техничек тоже было потеряно достаточно. Отступает обратно. Бойко, квад вышел, видимо, хочет... Ох ты, еще один Хаммер забирается. Квад, видимо, был сделан, чтобы чинуки стричь. И рокет-баги уже появилась. И опять технички залетают. Пытаются Хаммер забрать, а заберет? Нет, не удастся. Не удастся. Каленый остается. Есть здесь медичка, поэтому... будет он обратно восстановлен. Появился Серч. Стратегический центр готов. Сразу же Бойко дает маяк. Так. Так, а вот здесь вот, кстати говоря, я прошу прощения, я пропустил. Вот сюда прилетела двойная А-10. Но, как мы видим, ее не хватило, чтобы закрыть военный завод. И он обратно отстроился. Вновь спам подрывников. Хаммеры катаются. Дозер на коробке. А там мина. А там мина. Фарго, нет дронов. Минус 5 Хаммеров и медичка. Плюс еще и Джарман пришел. Один Хаммер выпил и остался из пачки. У Фарго всего лишь один Хаммер. И Фарго сдается. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что из любой ситуации всегда есть выход.